Так, салам алейкум, Фирус. Алейкум салам. Рассказывайте, что будем делать сегодня? Сегодня мы делаем козлык. Козлык? Да. Ничего себе, ну я присяду, посмотрю на это дело. Так, Вперед. начнем, наверное, с самого знаменитого. Это, так скажем, гость нашей программы, это конина. Многие вздрогнут, как конина. Да, очень многие народы, казахи, киргизы, узбеки тоже, татары тоже, башкиры тоже, конину едят. В Чечне снимали, там тоже, значит, приносили конину, и с кониной тоже готовили. Я не знаю, это для них традиционно, или, может быть, когда они во время ссылки в Казахстане научились этому. Да? Но на самом деле конина, это, конечно, не рабочий конь. И это, конечно, не тот конь, который седока возил. Это не друг человека, это особая скотина, да? Он называется конь, но его вот ставят на откорм там и так далее. И видите, какое мясо, мясо-то роскошное. Это традиции народные. Кстати говоря, вот солями, ну одна там из самых таких вот классных колбас. Знаете, из чего готовят настоящий солями? Вот той же самой Венгрии. Извиняюсь за выражение, из ослятины. И, разумеется, это не тот осел, который там навьюченный такими мешками тяжелыми ходил, груз таскал. Это ослик, которого специально вырастили, откормили, люди его откормили. Какой бы он симпатичный не был, какие бы у него не были длинные ушки, он вкусный. Ничего не поделаешь. Солями вкусно, все, значит, и ослик вкусно. Я вот так вот этого беру, ну-ка покажи, какими кусочками ты красивыми такими режешь. Прям как на шашлык. Ну, давай, Да, давай, они давай. немножко, чуть-чуть мельче, чем на шашлык, объясню, потому что если мы будем слишком мелко их нарезать, оно при варке будет сухим. И чем больше, тем сочнее. Но если мы сделаем слишком крупным куском, то оно не проварится. Мы режем мясо, так скажем, на мелкие кусочки. Перебью. Сколько лет вам? Мне 39 полных. Если бы был моим сыном, был бы вторым по счету. Спасибо. Если я вдруг иногда случайно перейду на «ты», имею в виду, значит, что это я обращаюсь как к племяннику, ладно? Хорошо. Где жили, где родился? Вообще, я родился в Средней Азии, Ва. в городе Душанбе. И теперь здесь, значит, в Татарстане стал... Кем ты стал здесь в Татарстане? На данный момент я являюсь шеф-поваром ресторана «Мясной». Мясной? Да, Блин, а чего ж я туда не попал до сих пор, а? большое упущение. Там я тружусь, кормлю наших замечательных гостей вкусной едой. Само слово «мясной» обозначает, значит, мы готовим мясо, соответственно. И жир. Какой жир красивый в этой конине. Какой красивый жирок. Да, самое главное, что конины жир очень полезный. Лежит на тарелочке. В руки возьмешь, он прозрачный. Газету читать можно через этот жир. Понимаете? И ну как такой красивый продукт, как он может быть вредным? Да никак. Никак. Глупость человеческая, вот что вредно. А все остальное, все, что дает нам природа, все, что нам Аллах дает, все, что нам труд дает, это все полезно. Самое главное знать, как употребить. Почему именно козы популярны в Татарстане? То есть, если издревле брать, то козы же брали в походы. 50-70 грамм козы, это его же без хлеба не будешь кушать. Я с хлебом ем козы. А ты как относишься к хлебу? Хлебу положительно. А то мода сейчас пошла такая, я хлеб не ем, я мясо с картошкой не ем. Нет, хлеб это обязательно. Хлеб это мясо же с голова. Что дальше, дорогой мой? Дальше что? Это мясо ты мне на стейк оставил? Да, О, стейк из конины. смотрите, не пропускайте видео на нашем канале. Стейк из конины пробовали когда-нибудь? О, сегодня попробуем. Спасибо. Спасибо, добрый парень, добрый. Уберу в сторонку. Так, мы теперь нарезали конину. Мы нарезали мелко, но не совсем крупно нарезали жир.
Самое главное соотношение между жиром и мясом. Ну, вот так примерно, да? Да, Что, примерно мы будем так. граммы, что ли, говорить? Да. Как народная кухня. Нет здесь никаких граммов, Да. ни килограммов. Всё кладется на вот глаз. так вот. Один конь чуть жирнее, другой конь чуть менее жирный, к сожалению, бывает. Ну, как получится, так получится. Все. В крайнем случае, вот здесь вот есть хороший кусочек жира еще. Но это мне на стейк надо, потому что этот кусок мяса, смотрите, он же постный абсолютно, видите? В нем не жиринки. Вот такая конина. А для запаха жир нужен. И в козы. Казахи вообще говорят, чем жирнее, тем лучше. Тем вкуснее, да. Так, теперь мы маринуем. Маринуем, главное, с минеральной водой. Давай. Так, самое главное, чтобы минеральная вода была, а не просто вода. Так. Для того, чтобы ускорить процесс насыщения кислородом мяса. Тогда оно быстрее будет нежным. Углекислый газ очень Да. важно, да. Да. Пузырьки углекислого газа, если они как-то там где-то рядом с мясными волокнами, они вот образуют этот пузырек, чуть-чуть как бы такой маленький, ну не взрыв даже, но вот понимаете, да, что такое там пузырек образовывается, он раздвигает мясные волокна. Да. Все. И маринуем на 6 часов. То есть без соли, пока без соли. Почему? Объясню. Если мы сейчас положим соль, положим приправы, мы лишние, когда будем убирать воду, вся приправа, все уйдет. Да. То есть мы сначала маринуем без ничего. Просто в воде. Просто в воде. Она насытится, впитает в себе немножко воду. Потом мы еще на час закладываем уже саму приправу. Вот потом и покажешь. Ну все тогда, куда это, в холодильник или как? Все, да, конечно, закрываем крышечкой и в холодильник. Вот, мясо у нас замариновалось. Появился вот такой немножко налет. Впитала жидкость. Сливаю теперь я воду. Минералку. Минералочку. Она уже превратилась. Слива. Да я тебе. Так, теперь добавляем все ингредиенты. Так скажем, продолжаем мариновать мясо. У нас здесь, я думаю, не менее 2, может быть, 2,5 килограмма. Да, все верно. 2,5 килограмма мяса, и это мясо кусками, я могу сказать, что 1 столовая ложка соли. 1 столовая ложка соли. Ну, либо 2 чайные. 2,5, может быть, чайные. Где-то вот это так. уж точно совершенно. Чем мельче куски мяса, тем больше соли. Все верно. Так, кладем чесночок. Нет, наверное, вот так положим. Сухой вот этот гранулированный. Сухой гранулированный. Тоже столько же, сколько и соли, да? 2,5 Да, ложки всё верно. соли. Добавляем перец черный, молотый. Чуть меньше чайной ложки. Зира, либо кумин. Скажи, пожалуйста, Да? зиру в Татарстане тоже добавляют? А, Или это твое? Скорее всего, это больше мое, чем... ну, я видел... Хуже-то не будет, вкусно будет. Конечно, будет вкусно. Наверное, вот так вот. И, чайной ложки. ну, я не знаю, почему в Татарстане не применяют зиру, несмотря на то, что связь со Средней Азией Татарстана была исторически обусловлена, потому что очень многие шагирты, ученики, ходили учиться в медресе в Бухару. И они оттуда привозили рецепты плова, они оттуда привозили какие-то рецепты узбекских блюд. Ну, и сюда привозили и рис. Откуда появлялся рис? Из Средней Азии. Да. Сюда привозили изюм. Виноград же здесь не растет, а привозили изюм. Это вот либо по Волге откуда-нибудь там из Дагестана, с Азербайджана, либо из Средней Азии. Не могли не привозить зиру. Зиру тоже привозили, но как-то она вышла из употребления традиционной татарской кухни. Хотя это же вкусно. Тем более вот в виде козы кишки, да, кишки прочищенные, которые называют черева. Что, придерживать? Вот такой длины козы. Нет, мы делаем каким образом? Мы сначала его начиняем, Так. выбираем себе размер, какой надо чтобы Перегибаем. помещалось в кастрюлю. И потом завязываем, и уже перевязываем.
Так, еще желательно, чтобы была периодичность между жиром и мякотью. Ну, то есть чередовать, да? Да. Между жиром, кусками мякоти. Однажды в качестве поддержки братского казахского народа приготовил бешбармак, который мне писали, что это тебе не козы, а шужук. Потому что козы – это целый кусок мяса от ребер, а шужук – это вот когда кусочками, как у нас. Значит, если говорить по-казахски, то это шужук. А на всех остальных языках, по-узбекски, по-татарски мы говорим козы, козылык и так далее. Да? Самое главное, что это вкусно. И это вкусно и нам, и казахам, и татарам, и башкирам. Это общее блюдо вот, для всех народов. Понимаете, от Средней Азии вот до Поволжья, до Урала. Вкусно, будем кушать. Сейчас, когда вода закипит, мы ее поставим, чтобы... то есть вода будет закипать вместе с колбасой. Одновременно. Одновременно, Да, то есть не чтобы... кипяток кладем, а кладем Да. прохладную воду. Да, чтобы равномерное поступление тепла было Равномерно прогрелось, чтобы. прогрелось. Но когда вода уже начинает кипеть, соответственно, давление внутри колбасы будет больше, и нам нужно будет шпажкой сделать дырочки. Значит, должен отметить, что в Татарстане готовят, вот помимо такой вареной козы, готовят еще козылык, это который вяленый. Да? И вот здесь с козылыком вяленым, я даже не буду включать его рецепт в нашу книгу, которая предназначена все-таки для приготовления дома, для любительского, да, приготовления. Но потому что эта штука довольно-таки опасная. Лучше все-таки довериться профессионалам и купить готовые. Приедете в Татарстан и купите. Все верно. И покушайте. Я видел, что козы вот так подвешивают и, по-моему, целыми днями висит она у них, пока там продастся, там, может быть, даже несколькими днями висит. И что, не портится? На самом деле не портится, потому что, скорее всего, она еще и даже вялится. Она становится еще лучше становится. Да, становится еще лучше. Сколько будешь варить вот так козы? 2 часа достаточно. Она у нас сейчас в малом количестве. 2 часа достаточно. Мясо козы – это то, что человек должен пожевать и потом почувствовать вкус. Это не манная каша. Все верно. Скажешь им куры, они отвечают только домашние. Скажешь вот домашние, они говорят все равно комбикорм тот же самый. Приготовишь мясо – это заморозка, это очень дорого. Говядина резиновая, баранина фу, ну а свинина не халяль. Добавишь натуральный жир, у них поджелудочное, ожирение, печень, почки, легкое, все болит. Или вот возьмешь рыбу, а они говорят, это выращенное искусственное, в пруду нужна дикая. Вот вам дикая. А у нас такую не продают. Нальешь молоко, а они говорят, все из сои. Возьмешь сливочное масло, а они, это пальма. Вот домашнее масло. А это не по нашей зарплате. Размешаешь сахар, это вредно. Заменишь сахар натуральным медом, от нагрева натуральный мед превращается в яд. Приготовишь мясо с картошкой, такое сочетать нельзя, это не полезно. А уж если к мясу и картошке добавить макароны, от такого вообще умирают. А если используешь специи, то значит испортил вкус рыбы, мяса, курицы. И так хотелось поесть чистых макарон. Крахмал – это химия. Кругом антибиотики, пестициды, гормоны и ГМО. Так каким же нектаром из фиалок питаются эти небожители? В каких безупречно экологически чистых полях они собирают свой корм? И самое главное, сколько лет они собираются прожить при таком правильном питании? 200, может быть 300? А для чего? Вот я снимаю свои видео и пишу книги ровно для того, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы дети запомнили отличную, вкусную еду и самое главное, чтобы у вас всегда был приятный аппетит. Два часа прошло.
такая молодая конина была, мне кажется, варить ее еще дальше, ну просто это если для каких попало людей, а для хороших людей, например, для меня, достаточно. Самое Достаточно. Пусть течет, положи сюда чуть, пускай остынет, пусть чуть проветрится, и будет супер, будет очень хорошо. Красота какая. Аромат-то какой. Вот аромат, я не понимаю, смотрите, ну вот мясо, ну вари его просто так, вот мясо, вот не вот без кишков, не в виде козы, вари просто так мясо. Оно таким вкусным никогда не получится, таким ароматным никогда не получится. А в Казахстане, когда варят козы, говорят, вот этот бульон прямо самый лучший для бешбармака. А ты что скажешь? Это очень идеальный будет бульон. Идеальнейший бульон. Да. Сохраним его. Нет у нас бешбармака, нет этих кусочков теста. Ничего страшного, сварим лапшу, и вот первое блюдо готово. Да, все верно. Ну, а это пускай немножко остынет, разрежем, и так и быть, так и быть. Попробуем. Чур я первый. Волнуешься, да? Немного, Я вижу, да. что ты волнуешься. Давай, нарезай. Нарезай красиво. Ты знаешь, да, что дядя Сталик немножко козы разбирается. Да, поэтому и волнуюсь. А я сам как волнуюсь. Я-то сам как волнуюсь. Какие шматы ты режешь, какие шматы. Слушай, аппетитно, конечно, но потоньше нельзя, а? Как в ресторане. Нет, не получится. Еще чуть-чуть теплая. Она еще чуть теплая, и поэтому не нарежется так, как надо. Вот надо, чтобы она совсем остыла. В холодильнике полежит. Завтра, вот завтрак у нас будет с козы. Вот это да. Давай, раскладывай красиво. Разложи красиво, пожалуйста. Сделай дяде приятное, давай. Дорогие друзья, что я хочу сказать про Фируза. Мы приготовили с ним 3 блюда. И этот парень, который родился, вообще-то говоря, не в Татарстане. Он ведь родился в Таджикистане, жил в Узбекистане. Татарстан стал для него второй родиной. Ведь он крепко знает татарскую кухню. И более того, любит ее. Я вижу, как он любит. Поэтому спасибо тебе большое, Фируз, за участие в съемках для нашей книги. Вот этот кусочек вот так вот положим сюда, вот так вот. Вот. Нет, вот так вот. Может, наоборот? Или вот так вот, наоборот. Хорошо. Не, вот так сейчас. Нет? Ну хорошо, давай эти кусочки тоже здесь Да, разложим. да, Ладно, но они вкусные, они вкусные. Фируз, можно я попробую? Да, конечно. Прежде чем мы скажем, что приятного аппетита и так далее. А вдруг ничего не вышло? Сам тоже возьми и попробуй. Ладно? Это по-нашему. Это точно. Бери. Дорогие друзья, от всей души желаю вам огромных успехов в кулинарии, много солнечных дней, хорошего настроения и, как говорится по-нашему, по-татарски, ашларыгыз тамле болсын.